Всем привет! Сегодня мы продолжаем строить нашу каркасную баню. Вот у нас вечер пятницы. Мы тут поделали еще немножко стен, доделали длинные две стены и поставили одну перегородку между баней и комнатой отдыха из сотой доски. А также решили некоторый вопрос с утеплителем под стенами. Такой немножко неоднозначный вопрос, на ответ на который я найти не мог. Как его реализуют строители, я не знаю. Такое ощущение, что никак. Ну, по крайней мере, нигде об этом не говорилось. Вот, сейчас покажу, что у нас получилось и что за нюанс с утеплителем под стеной. Вот они, доделанные стены. Наставили две секции, получается. Здесь у нас будет дверь. Вот эта стенка глухая до конца. Вот. И также перегородочка. Вот она тоже тут стоит. Из сотой доски. Вот это будет вход в моечную, в парную. Вот. Сейчас покажу, что за момент с утеплителем. Вот, когда мы ставим стену, получается, что мы перекрываем вот это вот место стеной. Это еще стена с сотой доски, а если 150, то там вообще места не остается, как вот, допустим, вот там вот на краю. Вот. И получается, при монтаже общего утеплителя по полу, да, мы уже не сможем сюда ничего запихать, так как снизу зашито сеткой. Вот. Да даже если бы не было зашито снизу сеткой, все равно такой момент немножко. Но в связи с тем, что снизу сетка, тут уже вариант единственный я придумал. Это взять утеплитель, завернуть его в ветровлагозащитную пленку, эту мембранную, как она там правильно называется, вот, и заложить под стену, потому что потом доступа уже не будет и останется холодные углы. Этого бы не хотелось, поэтому сделали вот так. Так, а завтра мы доделаем две оставшиеся стены, постараемся, по крайней мере, если будет не сильно жарко. У нас снова жара аномальная. За 30 градусов. Вот. Работать очень тяжело, но в принципе потихоньку делаем. Вот, доделаем две оставшиеся, внешнюю и внутреннюю перегородку утепленную. И на этом закончим со стенами. Будем продолжать дальше. Готовность номер 1. Так. Пилот к полету готов? Готов. Железяку на подзяку, хоп! Что ограничения поставили? А? Я говорю, хорошо, что ограничения поставили. Так. Так, мы закончили собирать наши стены каркасные. Вот, они полностью все готовы. Вчера мы закончили это к вечеру. Сегодня у нас утро, воскресенье. Вот, вчера снимать уже сил не было. Очень жарко у нас. Ведь какая-то аномальная жара до сих пор продолжается. На всю неделю еще ее обещают. Вот, но сейчас я покажу, как у нас получились стены. Вот они у меня тут за спиной. Сейчас поближе покажу. И сегодня по плану хочется их обработать еще антисептиком. Вот, чтобы защитить их от всяких грибков и прочей ерунды. Так, вот они поближе. Такой вот у нас получился каркас полностью готовый. У нас будет 3 окна, 2 больших, одно маленькое в парилке. Вот входная дверь тут получается. Вот так. В принципе, все выставилось ровно довольно-таки. Еще проверим диагонали по внешнему контуру на всякий случай. Но судя по тому, что все стоит ровно на основании было по диагоналям выверено, то и стены, я думаю, что должны стоять ровно. В принципе, если издалека смотреть, то все выглядит вполне нормально. Вот, и сегодня, как сказал, антисептиком обработаю их. Ну и если получится проверить диагонали, возможно, приколочу уже стены к основанию, так как они до сих пор еще не приколочены. Вот, чтобы их можно было двигать, выставлять. Вот. Сейчас можно будет уже после выравнивания полностью все приколотить
и все будет стоять уже ровненько. Итак, мы закончили сборку стен. Они установлены, проверили их по диагоналям, все сошлось прямо до миллиметра. Вот. Приколотили стены, значит, к основанию и между собой сколотили, что оно теперь все жестко стоит, без всяких подпорок. И обработали это дело антисептиком полностью сверху донизу все стены. Вот. На этом пока все. Дальше пойдет уже чердачное перекрытие и крыша. Ну, выходные заканчиваются, и мы будем отдыхать от стройки. Пока все.